Друзья, в этом видео я расскажу, что собираюсь сажать у себя на участке в этом сезоне, а также расскажу, как от этого не выгореть, потому что тема баланса между трудом и отдыхом при тех объемах работ, которые есть в моем деревенском быте в одиночку, очень животрепещущая. И вообще мне хотелось бы верить, что мой участок это не только каждодневный труд, но и место, где действительно можно отдохнуть. Друзья, всем доброе утро. У нас такая вот обстановка с утра. -1. Мокрый снег летит у меня на крыше. Съехал лед уже на полметра почти. Вот, смотрите. Вау. Я не знаю, что с ним делать, если честно. У меня все инструменты, которыми можно его сбить как-то, они все лежат во дворе. А чтобы пройти во двор, мне нужно преодолеть вот эти горы снега. Да и там уже, дверь там уже завалена снегом. Снег мокрый. Так что буду ходить здесь аккуратно. Здесь такая красота, друзья. Посмотрите, какая красота. Просто сказка. Облепиха вся, смотрите, усыпана снегом. Обожаю вот такой вот снег, который ложится мокрым слоем на деревья. Вон там еще одна синичка. Маська! Сейчас пройдусь в сад, поищу белку. У меня куда-то белка ускакала. Белка, 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 белка! Наверное, она сюда полезла. Они уже с Васьком вот здесь как-то во двор залазят. Как-то идут туда, на крышу лезут и во двор залезают. Ну ладно, прогуляюсь я пока по саду. Но нет, вы посмотрите, какая красотища вокруг. Просто сказка. Вау. Вау. Вот эти два деревца, вот это и вот это вот. Вот это красная черешня ленинградская, точнее черная черешня ленинградская. А вот это желтая черешня. И они как две елочки у меня тут стоят посреди этого сада. В сугробах укрытые. Ох, красиво. Что ни сказки сказать, ни пером описать. Обожаю, когда вот так деревья покрываются мокрым снегом. У меня сад превращается во что-то сказочное. Просто что-то сказочное. Смотрите, какая красота у нас сегодня. Ах ты. Снег мокрый летит. Красотища. Масютка идет. Мася. Мася. Мася, где у нас Бела? У нас Белё куда-то сбежала. Маська. Пойдем гулять, пойдем. Пойдем, моя девочка, пойдем. Пойдем. Ать. Ты залезла, тудунька. Маська. Мась, ты куда залезунькала-то? Ой ты, боженьки, гулюнькой-то она тут. Мася. Масюта. Маська. Масечка. Мася. Вот ты смотри. Мася. Куда ты полезла? Господи, кошка. Масюта. Мася. Все малина моя в снегу. Летом буду ягодки с ней есть. А пока у нас зима. Вот такая вот зима.
В общем, как вы поняли, несмотря на календарную весну, у нас все еще продолжается зима. Однако я уже строю планы, что буду сажать в этом сезоне. И вообще, как буду облагораживать свой участок, как буду делать его более функциональным, чтобы не упахиваться до потери пульса. Дел по участку у меня очень много, и мне кажется, они никогда не закончатся. Уже 3-й год здесь живу, а все дела прибавляются и прибавляются только. Однако меня радует то, что я больше начинаю понимать, чего хочу от этого участка, и больше удовольствия получаю, скажем так, когда его обустраиваю. Друзья, ну что, всем привет! Настал тот момент, когда я готова рассказать про то, что буду сажать в этом году. И, как видите, сажать я буду много, пипец как много. Каждый год даю себе слово, что я посажу чуть меньше, но я, знаете, у меня почему-то меньше оно не получается никак. Как бы я ни старалась, я очень люблю экспериментировать, сажать различные овощи, фрукты, травку всякую, цветы. В общем, экспериментатор из меня еще тот, и я каждый год экспериментирую и отбираю, скажем так, те растения, которые мне больше нравится кушать, и те, которые уходят в зиму, в заморозку чаще всего, и от которых я просто балдею. Ну что ж, приступим, как говорится, да. Сейчас я буду рассказывать про то, какие я уже посадила сейчас семена. Сейчас у нас начало марта. И посадила я в середине февраля уже баклажаны и перцы, потому что в нашем регионе они вызревают достаточно поздно, где-то к концу августа, к началу сентября. Вот, поэтому чем раньше посадишь, как говорится, тем раньше соберешь плоды с них. Итак, что я уже посадила на рассаду и что у меня уже взошло, сейчас я вам покажу из посаженного, да. Начнем с перцев. Я очень люблю болгарский перец, поскольку я дитя южное, я родилась в Краснодарском крае, значит. И, кстати, была в Болгарии. Там очень вкусно готовят болгарский перец. Они его пекут и называют печенье чушки. У меня даже есть в Болгарии друг Иво. Я была у него в гостях, и, в общем-то, он угощал меня печеными перцами. И с тех пор я запомнила, насколько это вкусно, и стараюсь их выращивать побольше. Перец я замораживаю на зиму, в том числе для овощных рагу различных. Добавляю к мясу его периодически из замороженного вида. И также делаю из него заготовки. Лечо делаю из него. В общем, болгарский перец я очень люблю. Итак, что я посадила в этом году? Точнее, вот на рассаду что я посадила. Значит, у меня лежал старенький пакетик перец сладкий Винни-Пух. Ну, поскольку у него двойной срок годности, вот здесь написано, я его высадила. Он у меня, кстати, уже взошел. Сейчас я вам покажу всходы. Чуть попозже, да? Также я посадила перец Мавраз. В прошлом году я его сажала. У меня вырос вот такой вот черный, прям черный перец. Мне он очень понравился, он такой ароматный, и издалека кажется, как будто бы на кустах растут баклажаны. Ну, прямо синий-черный, видите? У него такие крупные кругловатые плоды, и он очень ароматный, толстокожий. В общем, Мавраз мне очень понравился, и он еще хорошо плодоносит. На одном кусту вырастает очень много плодов. Также я посадила раннеспелый падишах, называется сорт. Какой-то тоже супер урожайный, я еще его не сажала. Ну, зашла в райцентре в магазинчик с семенами, увидела вот этот пакетик и подумала, почему бы и нет. Как видите, у меня 3 вида перцев в этом году должны вырасти. И также в этом году я решила расщедриться на баклажаны. Я купила 4 сорта баклажанов, значит, вот посадила вот баклажан раннеспелый Рома, какой-то интересный сорт, я его еще не пробовала сажать, но посмотрим, что вырастет. Также я посадила баклажан сиреневый туман. Он тоже написано высокоурожайный, что самое главное, с нежным вкусом, без горечи написано. Также я посадила для интереса баклажан бычий лоб. Он, видите, он такой круглый, как помидор. Даже тоже, наверное, буду его путать с перцем Мавраз. Потому что, вот смотрите, они прям похожи. Если издалека смотреть, можно не различить. Но, тем не менее. И впервые хочу посадить баклажан белый алмаз. Не знаю, вырастет ли он у меня. Белых баклажанов я еще не ела. Мне просто стало интересно, что за баклажанчики такие у меня будут. Итак, давайте я вам покажу, что же у меня взошло из тех баклажанов и перцев, которые я посадила. Так, баклажан Рома мне дал всходы. Вот 4 всхода есть. Я, кстати, как только не пробовала сажать уже рассаду, по-разному я ее делаю, сажаю, да, сейчас вам покажу. Вот пробовала я вот такие пробки сажать. Вот здесь у меня всходы появляются. Они, я не знаю, если честно, из какого материала. Они вроде как многоразовые, и можно их так же, как одноразовые, использовать. Я просто сажаю, потом достаю, и у меня остаются
остаются на следующий год, а кто-то сажает прям в горшок в землю вот эти волокна. Я не знаю, как они называются. Напишите в комментариях, кто знает, как называются вот эти пробки многоразовые. Также я пробовала сажать в улитку. Есть такой способ посадки семян, чтобы они взошли с помощью туалетной бумаги и пакетиков. Мне, если честно, этот способ не понравился. Я впервые в этом году попробовала. Не очень, не зашел, короче, он мне. В общем, зашли у меня баклажаны Рома. Как видите, 4 штучки уже. 5-й почему-то не торопится, но, возможно, скоро будет на подходе. Узнаем. Вот это вот перец Винни-Пух, который я вам сейчас вот только что показывал, да, у меня 4 штучки, даже 5, по-моему, вот здесь еще один есть. 5 штучек, 6, извините, 6 штук Винни-Пуха у меня зашло. Вот это у меня начинает всходить перец Патишах. Тоже 15 февраля его сажала, и уже 4 всхода я вижу здесь. Вот это росточек у меня единственный появился у баклажана бычий лоб. Пока 3 остальные я жду. Баклажан белый алмаз почему-то не торопится всходить. Возможно, еще потому, что я семечки сажала непосредственно прямо вот в грунт. Грунт я покупала специальный такой, знаете, пухлый такой, для рассады. Я не помню, как он называется, я здесь картинку вставлю. Так, ну вот перец Маврас у меня вроде как начал наклевываться. Его, кстати, я тоже сажала прямо вот так вот в землю для рассады, да, вон, видите, вон росточек маленький появляется, вот росточек, вот уже проклевывается семечко. Вот тут он тоже появляется. Ну, короче, Маврас, он очень схожий и очень плодоносный. Мне этим нравится перец этот. А вот баклажан сиреневый туман у нас пока не торопится. Что-то он... Ну, его я, кстати, позже сажала. Я его сажала аж 23 февраля. Поэтому он появится попозже. Кстати, баклажан белый алмаз я тоже сажал 23 февраля. А вот это у меня растет перчик. Всю зиму стоит у меня в горшке. Периодически его грызут кошки. Я его спасаю постоянно от кошек. Это дала мне соседка. Он круглый год растет на подоконнике. Перчик такой, знаете, декоративный и остренький. Его можно добавлять к мясу. Вот, засушивать тоже можно. Видите, он прям круглый год цветет. Вот сейчас март. А цветение у него круглый год. В общем-то, спасибо соседке. Я даже не знала, что есть такое вот диковинное растение. У меня рассада, она стоит либо на подоконнике в кухне, потому что у меня здесь солнечная сторона, как бы здесь всегда солнышко. Вот здесь вот на этот подоконник я ставлю рассаду. И вот на этот подоконник я ставлю рассаду, плюс еще ставлю, видите, дополнительно стол для рассады. У меня есть маленький стол, письменный стол старенький, вот здесь я его ставлю возле окна, и вот здесь у меня рассада, в общем-то, растет. Никакими лампами я не освещаю свою рассаду. В прошлом году и в позапрошлом так точно, им достаточно того света, который у меня есть в кухне. В кухне у меня достаточно большие окна, как видите, практически панорамные, и света им хватает и так, и днем. Особенно вот на солнечной стороне, понятное дело, да. Кстати, забыла сказать, что в декабре прошлого года я купила себе умную светодиодную ленту от Яндекса. Ее я повесила у себя на кухне как дополнительное освещение, ну и к тому же обрадовалась тому, что она может менять цвета и регулировать яркость. И теперь включаю по вечерам фиолетовый вот такой вот цвет, когда работаю на кухне за своим рабочим креслом. Ну и получается, убиваю 2 зайцев одним выстрелом. То есть у меня рассада, получается, ультрафиолетом подсвечивается. Хотя я не знаю, вот может быть те лампы, которые продаются для рассады специальные, да, они чем-то отличаются от обычных светодиодных лент. Хотя, может быть, это одно и то же, я не знаю. В общем, напишите в комментариях, что вы об этом знаете. В любом случае, такой эксперимент я провожу впервые. В прошлые годы я ничем рассаду не подсвечивала, она у меня прекрасно росла. Кстати, кого заинтересовала эта умная светодиодная лента от Яндекса, я оставлю ссылку на нее под этим видео. Алиса, включи фиолетовый свет. Алиса, включи на 100%. Вот, видите, как она сильно светит. Ее можно вечером включать, и она как раз висит над тем местом, где у меня рассада. Мне кажется, этого освещения будет достаточно, хотя и в предыдущие 2 года я, в принципе, не пользовалась дополнительной подсветкой. Еще меня спрашивает Наташа, как ты спасаешь свою рассаду от кошек? Смотрите, вот простой лайфхак. Это обычная шапочка для душа, прозрачная, заметьте. Очень важно, что она прозрачная. В общем, я одеваю эту шапочку. Сейчас я покажу, попробую показать. Подождите. В общем, я эту шапочку просто надеваю вот так вот на рассаду.
И вот такой получается хорошенький мини-парничок, да, и защита заодно для того, чтобы кошки ничего не сожрали. Вот. И тепло, и светло, как бы, и кошкам не по зубам. Вот. Кстати, по поводу рассады. Я тут задумалась о том, чтобы поставить к себе на подоконник. Специальные такие есть, как, я не знаю, полочки специальные для подоконника. Но я посмотрела на Валберес на Озоне, эти полочки, они по 20 сантиметров вот в ширину, по 20 минимум, да, а здесь у меня сантиметров, наверное, 15 или 16 подоконник, и у меня эти полочки ни одна не помещается. Нужно искать либо очень узкую в продаже, которую я пока не нашла, к сожалению. Ну, короче, это как этажерка, да, очень удобно. Было бы, конечно, удобно, но, наверное, либо придется самой мастерить, либо обойтись просто, как и в прошлые предыдущие 2 года, вот таким вот столиком и подоконниками у себя на кухне. Вообще, я очень рада, что у меня на кухне такие огромные окна. Именно благодаря им на кухне очень светло, попадает очень много света. Даже в пасмурную погоду, в общем-то, рассада здесь себя чувствует очень вольготно. И, как видите, с успехом всходит. А вообще у меня есть на будущее в планах расширить вот этот подоконник, сделать его более широким, и чтобы на нем можно было сидеть, то есть как дополнительное посадочное место, потому что он достаточно низко от пола находится, ниже моего колена, как видите, сейчас вам покажу. Вот у меня колено, ну, короче, ниже колена у меня подоконник. Я уже консультировалась с людьми, которые у меня меняли вот фрамугу, стекло, ну вот специальные люди, которые занимаются установкой окон. Мне сказали, что чтобы сделать подоконник другим и вообще всю вот эту экосистему оконную, нужно будет менять окна. А окна я пока не готова менять. Стеклопакет так точно. Вот, буду искать решение, как расширить этот подоконник, потому что у меня вот здесь фрамуга, очень сложно будет ее открывать, если что-то менять. Ну, короче, целая история. Вот, и, возможно, у меня что-то получится сделать, возможно, нет, но, в общем-то, обхожусь пока вот этим. Так, перейдем к другим овощам. Так, следующее, что я вам хочу показать, это какие я буду выращивать в этом году томаты. Значит, в прошлом году я сажала томат полосатый шоколад. Мне он очень понравился по вкусу. Он имеет действительно такой насыщенный, яркий вкус, ярко-сладкий, прям вот такой вот смачный, я бы сказала. И с легким оттенком действительно шоколада. Но единственное, что вот он очень вкусный тогда, когда вызревает на кусту до конца. Если его сорвать зеленым заранее, положить дозревать на подоконник, он уже не такой вкусный. Короче, с куста дозрелый этот помидор очень вкусный. Мне понравился. Поэтому в этом году я вот тоже буду сажать. Высаживать рассаду помидора я буду где-то с середины марта, с 15-20 чисел. Это оптимальное время для нашего региона, как бы. Вот. Еще в прошлом году я, короче, сажала томаты бычье сердце, но сажала я другие сорта. В этом году я взяла вот интересный такой сорт вот от этого бренда. И вот этот сорт бычье сердце, оно из коллекционных семян. Я нашла вот это вот на Валберес, решила попробовать, потому что старые семена, да, которые раньше наши бабушки сажали, вот здесь написано «Рязанское бычье сердце» от Гусаровой. Гусарова — это, видимо, женщина, которая из года в год высаживает старые сорта помидоров. Вот в таких вот капсулах они ко мне пришли, заказывала я на Валберес. По 10 штук в каждом пакетике. Очень маленькие. Интересно, что из них вырастет, действительно ли полноценное бычье сердце будет. Но меня подкупило то, что это старый коллекционный сорт. Сюда я вставлю картинку, да, вы увидите, как он выглядит. Ну, по крайней мере, на этикетке на Валберес. Также из этой серии я взяла экспериментальный сорт томатов. Решила посадить томат Гаргамель. Уж очень он мне понравился на картинке. Как он выглядит, как он на вкус, я еще не знаю. Но буду его тоже сажать. Буду сажать, посмотрим, как он покажет себя в этом году. Также в этом году я решила посадить 2 сорта мелких помидорок. В прошлом году я не сажала такие. Вот решила посадить вот томат ампельный и томат вкусника. Говорят, что его даже можно выращивать в горшках на подоконнике. Я пыталась, кстати, рассаду высаживать, но у меня сожрали ее кошки, я не уследила. Попробую еще в грунт высадить тоже, посмотрим. Но рассаду тоже я буду из них делать сначала. И куда без огурцов, друзья? Конечно же, я буду сажать огурцы. В прошлом году я что-то дала маху, очень много их посадила, они у меня очень плотно были засажены, но решила в этом году чуть-чуть поменьше. Опять же, я экспериментирую с сортами. Вот увидела такой вот интересный сорт в райцентре «Ребятки с грядки». Смотрите, пакетик 50 рублей всего стоит. Решила попробовать, что за «Ребятки с грядки». Посадим, посмотрим. И вот еще 2 сорта огурцов, каскад и корнишон парижский.
Это старые пакетики, у меня уже давно лежат, тоже надо бы их высадить уже. Значит, огурцы я сажаю в открытый грунт сразу, не делаю из них рассаду, они у меня все растут в открытом грунте. Единственное, что в первой половине лета я их, пока ростки еще маленькие, я их закрываю парником, чтобы они выросли и окрепли. Что еще? Редиску я очень люблю весной есть, поэтому вот купила еще 2 сорта редиски. Мечта Алисы и клюква в сахаре. Решила попробовать, что за редиска. В салате обожаю редиску. Ем ее немерено. Еще я очень люблю морковку. В прошлом году морковку у меня получилось высадить чуть-чуть побольше. И даже она у меня пролежала некоторое время в холодильнике. Я ела ее поздней осенью и даже в начале зимы. Значит, сажаю я морковку вот таким вот способом. В лентах ее покупаю. Вот здесь у меня 4 сорта. В прошлом году я Шанте Роял сажала, Нанскую сажала, Витаминную и Ярославну. Все у меня взошли, в ленте прекрасно всходят. Также я хочу посадить свеклу столовую темную лошадку. Люблю делать из нее салаты поздней осенью с грецким орешком. Немного все-таки свеклы, но я все равно сажаю так на покушать. Еще, друзья, в этом году я буду сажать очень много гороха. В прошлом году я его сажала тоже, и у меня даже удалось заморозить его на зиму. И мне очень понравилось. Есть вот замороженные стручки молодого гороха в овощном рагу. Я добавляю в овощное рагу постоянно его. Очень вкусное овощное рагу. Да даже просто разморозить горох и съесть его среди зимы. Вот такой вот молоденький. Это просто ум отъешь. И вообще я просто люблю есть горох летом. Я его ем очень много. Постоянно хожу, жую его. И поэтому я буду сажать его много. Тоже даже специальную грядку, наверное, в этом году для него выделю. Вот здесь у меня есть какой-то горох овощной. Есть еще сорта вот такие вот альфа. Какой-то лущильный. Орегон шуга овощной. Горох детский сладкий. Очень вкусный, кстати, горох альфа. И вот еще орегон шуга. В общем, набрала я пакетиков много. Мне кажется, еще буду докупать, потому что мне хочется побольше его посадить. Обожаю я горох. Ну что тут поделать? Люблю я его. Что из овощей еще буду сажать? Буду сажать, конечно же, кукурузу. Вот здесь у меня сорта есть кукуруза сахарная, кубанская. Причем кукурузу я даже не успеваю не заморозить на зиму, ничего. Я съедаю молочные вот эти вот качанчики, прям вот с куста срываю, и меня не оторвать. Как вы понимаете, я выросла в Краснодарском крае, у бабушки на огороде постоянно росла кукуруза, и я ее просто обожаю есть сырую даже. В общем, вот у меня сорт кубанская, есть ранняя лакомка сахарная, есть лакомка Белогорье и сахарное белое облако. Буду сажать. Значит, из тыков я тоже много чего посажу. Но я стараюсь, конечно, поменьше тыков сажать. Тыкву я обычно выращиваю на зиму. Зимой я ее пеку в духовке с мясом. Мне очень нравится, в каши ее добавляю. И также делаю из нее соки с яблоком, с морковью и с тыквой. Сок получается просто бомбический. Сорта тыкв я выбираю маленькие такие вот, чтобы вырастали. Вот есть сладкие караваи. Вот такой интересный сорт. В прошлом году его сажала, вырастает небольшая тыковка. Вот, с дынным ароматом. Обожаю тыквы, которые пахнут дыней. Вот еще такая вот дынная у меня будет расти. В прошлом году я ее сажала, тоже мне понравилось. И тыковка улыбка, вот это прям совсем мелкая. Она прям вырастает, знаете, как яблочко такая вот. Тоже мне очень понравилось. Еще моей маме подруги понадавали семян всяких тыквенных. Возможно, что-то оттуда, из того тыквенного семенного фонда я посажу. Тыквы я сажаю немного, там по 5-6 кустиков, может быть, где-то. Также в этом году я хочу попробовать 33-й раз вырастить раннеспелую дыню-колхозницу. В прошлом году я пыталась сажать с помощью прививки эти дыни. Арбузы пыталась сажать раннеспелые с помощью прививки, но не получилось. Вот эти эксперименты я записывала в отдельное видео. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Может быть, я что-то неправильно делала, но, в общем, дыню я попробую в парник в этом году высадить, а может быть, в открытый грунт. Не знаю, посмотрим. Кстати, ее тоже пора, наверное, уже на рассаду сажать. Ну-ка, я посмотрю. Нет, в апреле ее сажают, только начинают. Ну ладно, в общем, в апреле ее посажу. Раннеспелый, срок созревания 95 дней у всех. Ну и, конечно же, кабачки я буду сажать. Как же без них? Вот белуху я посажу. Кабачков я сажать стала меньше, гораздо меньше, потому что я ем их исключительно летом. Я люблю жарить кабачки в кляре. Ну, такие вот молоденькие цукини, да.
И вот этот пакетик, кстати, мне в подарок положили каким-то семенам. Кабачок зебра, тоже попробую его посадить. Ну, буквально 4 семечка. Больше мне не надо. На зиму я их не храню, ем только летом. На жарку они у меня идут. Из зелени что я буду выращивать? Значит, ну, укроп это классика, да, в огурцы соленые я его добавляю, да и просто в малосольные огурчики укроп это пушка-бомба. Базилик. Я очень люблю базилик. Первый год у меня получилось вырастить его очень много, я его даже замораживала на зиму. Базилик, листочки базилика свежие, если добавлять в пиццу, это просто бомба, друзья. Попробуйте, это божественный аромат с сыром. Я впервые, когда попробовала, мне очень это понравилось. Короче, вот здесь у меня есть какой-то итальянский сорт, ну, по-моему, фиолетово-черного цвета такого. Есть также у меня базилик арарат, он, наверное, зеленый. Нет, синевато-зеленый здесь написано. С сильным анисовым ароматом тоже буду сажать. И базилик, вот здесь вот фиолетовый написано. Итальянский, наверное, это зеленый. Ну, короче, и того посажу, посмотрю, что у меня получится. Шпинат, друзья, я очень люблю шпинат. Заготавливаю его на зиму, тоже добавляю в овощное рагу, просто замораживаю листья. Я не парюсь с заготовками, я его не заквашиваю, ничего. Ну, короче, замораживаю на зиму, потом добавляю в овощное рагу или делаю соки с ним. Ну и летом тоже в салаты шпинат, как же без этого. Он очень полезный, богат белком, эта травка, вот поэтому я его люблю сажать. Сельдерей. Обожаю, как пахнет сельдерей. Вот когда поливаешь его на огороде, он такой яркий аромат дает, и ходишь по огороду, прям кайфуешь, как он вкусно пахнет. В этом году тоже хочу попробовать его посадить. Не знаю, что получится. Вырастет он у меня нет. На рассаду всяко его посажу. Ну и, конечно же, какие-то виды салатиков. Вот крест-салат тоже летом я ем. В салаты добавляю зеленушечку всякую. Рукколу тоже, кстати, люблю. И кинза. Кинзу, кстати, я не сажала. Я не очень-то ее люблю. А вот петрушку бы надо купить, посадить. Я, кстати, забыла купить семена петрушки. Надо мне где-то записать это. Петрушку я очень люблю. Я ее даже на зиму замораживаю. Также в этом году я, короче, решила заморочиться. И решила вырастить очень много пряных трав. Тоже буду сажать их на рассаду. В марте, в середине марта, наверное. Хочу попробовать душицу посадить. В прошлом году я пыталась, она у меня не выросла почему-то. Но надеюсь, что получится. Так, мята овощная. Но мяту я, наверное, сажать не буду. У меня и так уже растет 3 сорта. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, вот эту шотландский ветерок еще посажу в горшок какой-нибудь. Не знаю, посмотрим. Драгун трава, эстрагон тоже хочу попробовать посадить. Из нее тоже чаи вкусные. Вот здесь написано: снимает чай усталость, утоляет жажду, придает сил. И, конечно же, лимонады домашние получаются из этой травы вкусные. Вот здесь еще тимьян, какая-то интересная травка для чая. Тоже написано, что вкусная, ароматная. Попробую ее посадить. Мелиссу, кстати, я не сажала еще ни разу у себя на огороде. Вот тоже купила какую-то лекарственную. Попробую ее посадить. Не знаю, что получится. Попробуем, посмотрим. Шалфей, друзья. Хочу очень высадить шалфей в этом году. Кстати, вот эти пряные травы я, скорее всего, буду выращивать в горшках на улице. Потому что они у меня смешиваются с травой. Когда пробовала я сажать в прошлом году, они смешивались с сорняковой травой. И что-то я скашивала вот вместе с ростками шалфея, поэтому у меня ничего не вырастало. В этом году буду в горшки дополнительно сажать. Вот еще мелисса, какой-то вид мелиссы лекарственный. Тоже ее попробую пчелку посадить. Еще какая-то странная травка исоп анисовый. Но это в комплекте со всеми семенами шло. Тоже попробую, почему бы и нет. И монарда лимонная. Вот, кстати, кто сажал вот эти травки, напишите, как они себя вообще, как они вкусно, невкусно пахнут. В общем, все эти пряные травы я собираюсь сажать в горшки. Может быть, на крыльце они у меня будут расти, украшать крыльцо, скажем так. В этом году я решила заморочиться, посадить различные сухоцветы, из которых потом буду делать букеты и украшать дом. И зимой они у меня будут стоять и украшать дом. И, в общем, у меня вот здесь вот 4 вида, нет, подождите, да, по-моему, 4 вида сухоцветов. Значит, я попробую высадить краспедию. Видите, какая она интересная, желтые шарики на палочках, барабанные палочки называются. Не знаю, получится ли у меня вырастить или нет. Кстати, рассаду сажают уже даже в феврале-марте. Уже надо сажать ее. Гелихризиум попробую посадить. Тоже какая-то сухоцветная интересная травка. Цветы, точнее, сухоцветные. Тоже высаживают рассаду в марте. Физалис. Смотрите, как красиво в букете будет смотреться, стоять. Граунд черри какой-то сорт. Ну и покушать тоже попробую его.
тоже рассада в марте сажается. Короче, мне надо искать уже горшки под рассаду, под вот это вот. Хотя у меня там вот стоят, надо подготовить и в них прям высадить. Так, ну и гелихризиум гелихризиум какой-то, смотрите, есть такой, они какие-то разные. Желто-оранжевый, ну здесь, видимо, смесь семян. Здесь том-тамп. Здесь какой-то один сорт, а здесь другой сорт. Ну и статица, вот коралловые рифы какая-то интересная, тоже сухоцветная травка. Попробую вырастить такие, и не знаю, что у меня получится. Также, знаете, мне очень понравилось высаживать на букеты, я сажаю подсолнечники. Подсолнухи, и у меня вырастают они такими меленькими цветочками, и получается как бы букетный вариант. В общем, мне очень понравилось. В прошлом году я все лето букеты из этих подсолнухов делала, и вообще они участок украшают. Ну и заодно вырастают, потом семечки я с них грызу и птиц кормлю. Вот, друзья, в общем, какие у меня планы на посадки в этом году. Как видите, сажаю я уйму всего. И также сейчас я вам расскажу, почему я решила отказаться от установки теплицы в этом году поликарбонат. В этом году у меня было в планах поставить такую же каплевидную теплицу поликарбонатную, как у моих соседей, но насмотревшись, как они ее чистят от снега, от вот этих сугробов, как они ухаживают за ней, я поняла, что идея очень трудозатратная, ну и по финансам, по карману тоже прилично так бьет. К тому же я так и не придумала, куда ее воткнуть у себя на участке, чтобы она органично смотрелась. В предыдущие 2 года я пользовалась самодельными парниками вот такими вот. В общем-то, меня вполне все устраивало, но единственное, что очень много возни с пленкой. Она постоянно рвется, ее нужно постоянно открывать, закрывать. Это очень хлопотное дело. К тому же это все смотрится очень неаккуратно. В итоге на Пинтересте я нашла вот такую вот идею парников, которые укрываются либо поликарбонатом, либо пленкой той же самой. Ну, в общем, они мне очень понравились, и я решила думать в эту сторону, скажем так. Не знаю, насколько у меня получится реализовать эту идею, но в целом мне очень нравится. Они очень компактные, эти парнички, ну и к тому же очень аккуратно смотрятся и очень удобные, если вот с дверцами такими их сделать. Друзья, я вам рассказала не о всех посадках, которые собираюсь высадить в этом году. Я рассказала только о семенах и о рассаде. Но на самом деле у меня еще много планов на разные посадки. Например, я в этом году дополнительно планирую высадить можжевельник и также жимолость татарскую. В предыдущие сезоны я высаживала очень много разных всяких растений, кустарников, деревьев, цветов. Об этом я подробно рассказываю в своих видео за 2025 год. Вот здесь оставлю обложки на них. Пройдите, посмотрите, если вам интересно. Ну и также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Я там в подробностях освещаю все свои посадки, пишу, что и когда сажаю, как и что делаю. Очень подробно. Кстати, если у вас не работает телеграм-канал, в том же телеграм-канале я могу вам рассказать, как сделать так, чтобы он работал. Так что обязательно найдите возможность на него подписаться. Там я рассказываю все подробности, которые даже некоторые не освещаются в этих видео. Друзья, ну вот наконец-то мы подошли к теме баланса между отдыхом и работой на своем участке. Для меня это очень животрепещущая тема, потому что я такой человек, когда я начинаю что-то делать на своем участке, я настолько полностью погружаюсь в эту работу, что даже не замечаю, как сильно устаю. И к вечеру я просто валюсь с ног, а на утро я ничего не могу делать. В общем, я подумала так над этой темой и решила для себя, что в этом году я буду делать совершенно все по-другому. В этом году я уделю особое внимание своему отдыху и вообще, в принципе, своему здоровью в целом. Но это не значит, что я собираюсь отказываться от садово-огородных работ. Я, наоборот, буду искать баланс. И, кстати, я уже у вас спросила, как вы отдыхаете и работаете на своем участке. В некоторых своих соцсетях я провела опрос. И мне вы написали очень много комментариев на эту тему. Спасибо вам большое. И оттуда я выцепила 2 очень важных для себя полезных комментария, которыми хочу поделиться и с вами тоже в том числе. Возможно, они вам тоже
помогут соблюсти вот такой вот баланс. В общем, я зачитаю вам тут комментарий от Светланы, который мне очень понравился. Она пишет, что 15-30 минут делаю что-то одно, потом смена деятельности, на 15-30 минут делаю что-то другое, затем отдых в шезлонге за чаем. Думаю, что хочу еще сделать, это только после того, что надо. Для души тоже надо что-то. Итак, часа 4. Потом отдых, диафрагмальное дыхание и гимнастика для ног и спины. И снова отдых. Вообще планирую все заранее, всю свою деятельность. В общем, мне понравилась идея со сменой деятельности и периодическим отдыхом таким точечным, да. Я ее возьму на вооружение. Надеюсь, вам тоже пригодится. А вот еще один комментарий, который я хочу зачитать. Его мне написала Наталья. В общем, она мне пишет. Послушала тебя с удовольствием, вспомнила, как много лет назад наблюдала за одной бабушкой в деревне. Она была очень старенькая, болела лучевой болезнью, у нее была корова, овцы и огромный огород, даже несколько. На дворе была чистота всегда и порядок. Я стала за ней наблюдать, как она все это успевает. Она вставала утром очень рано, доила корову, провожала в стадо, чистила навоз из-под коровы и сразу же складывала его в формы. После сушки получался кизяк, которым зимой использовали для топки. Потом она шла отдыхать, поспит немного и потом приготовит себе обед, поест, все уберет за собой и снова поспит. После обеденного сна она вставала, пила чай с медом, потом надевала белый халат и белый платок, которые ее защищали от солнца, и шла за огород полоть. Полола немного, 1-2 бороздки, и шла домой, то есть она не упахивалась за день, рационально использовала свое время и свой труд, понимая, что живет одна и никто ей не поможет. И прожила она очень долго. Я тогда так прониклась ее образом жизни, что какое-то время, живя в деревне, стала следовать ее режиму. И у меня сразу получилось сделать много работы и при этом не устать. Так что можно хотя бы в отпуске вести более размеренный образ жизни, чтобы организм успевал отдыхать, не загонять себя, делать свои дела так, чтобы не возвращаться к ним еще раз. Вот как та бабушка, если бы она копила навоз, собирая кучу, как это делают другие, она бы не смогла потом сразу из всей кучи сделать на зиму кизяк. А так ежедневно потихоньку она это делала и заготавливала целый сарай топлива на зиму сама. То есть посмотрите, насколько мудрая была бабушка, да? И вот я прямо прониклась вот этими 2 комментариями, и в этом году я обязательно введу их в свою практику. Напишите, кстати, под этим видео тоже свои рецепты работы и отдыха в балансе, чтобы не уставать и чтобы сберегать свое здоровье. Мне будет тоже интересно почитать их. В общем, я уже начала практиковать вот это вот баланс между отдыхом и работой. И надеюсь, что в этом сезоне садового огорода мне все-таки удастся прийти к такому балансу, когда мой участок будет не только каждодневным трудом, но и местом, где действительно можно отдохнуть. Кстати, я так увлеклась этой темой, что вдруг обнаружила, что за 3 года жизни здесь, на моем участке, до сих пор не обустроена зона отдыха. Представляете, друзья, вот настолько я сильно подгрузилась в обустройство дома и участка, что даже зоны отдыха у меня на участке как таковой в принципе нет. У меня есть единственное, что крыльцо, где я могу присесть на стул, и лавочка возле огорода. Ну и мангал у меня переносной. В общем, ни костровой зоны, ни зоны отдыха у меня до сих пор на участке нет, так что я озабочусь их созданием в этом сезоне. В общем, подробно об идеях и о создании зоны отдыха и костровой зоны я буду рассказывать, конечно же, в своих следующих видео, поэтому подпишитесь на меня, чтобы не пропустить их. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!